Окей, мы научились собирать контент, но у нас трансляция — это последовательность контента, это какое-то расписание. И для того, чтобы составлять расписание, достаточно гибко и управлять им, тоже есть специальный инструмент — админка расписания. Это устроено так, что у нас есть блоки, в которых содержится какой-то контент. То есть редактор контента сначала распределяет его по каким-то категориям. Ну, скажем, в ночное время мы крутим более длинный контент, там диджейские сеты или семинары в такое медленное время. А если это час пик, то, ну, как история про то, что в Макдональдсе играет быстрая музыка, чтобы люди не задерживались. Ну, также и здесь. Мы более короткий контент вставляем, и получается более плотное расписание. И редактор распределяет сначала блоки в течение дня. У него есть шаблон, как это делать, потому что ему не нужно каждый день собирать это расписание. У него есть инструмент, который позволяет ему сделать настройки по умолчанию. Что интересно в этой админке? Нам по-хорошему уметь бы работать с разным уровнем детализации и масштабирования, потому что одно дело — это, например, работать с целыми блоками, а другое дело, допустим, я хочу конкретно пойти и эти два контента поменять местами. И чтобы это было удобно, у нас такая система масштабирования прогрессивная, которая сначала показывает просто блоки, не показывает, что находится внутри них, и начиная с третьего уровня масштабирования показывается уже контент, который в этих блоках сгенерировался автоматически. Но это оказалось тоже не всегда удобно, потому что, например, у нас по соседству может идти такой семинар на 1,5 часа, а потом такая маленькая перебивочка. И мы не можем отобразить, когда у нас равные пропорции, когда у нас чем больше контент, тем он занимает больше места, мы не можем удобно управлять тогда более маленькими контентами, которые занимают 1 пиксель. Поэтому мы придумали на 4-м, последнем уровне масштабирования сделать относительную шкалу. Теперь каждый контент занимает одинаковую высоту, а как там уже время распределится, не так важно. И это позволяет на более высоких уровнях масштабирования управлять целыми блоками, а на самом низком уже корректировать и расставлять контент вручную, если это требуется. Как происходит генерация контента внутри блоков? Потому что у нас есть, блок, в котором, возможно, 200 единиц контента. И у нас есть блок, и мы его поставили в расписание, и он длится 2 часа. Нам бы так его заполнить, чтобы мы, во-первых, конечно, не вылезли за пределы блока, но чтобы и не осталось пустого расстояния сильно. Вообще, есть задача, которая называется задача о рюкзаке, и ее частный случай — задача о банкомате, когда у нас есть набор номиналов купюр, и нам нужно наиболее быстро посчитать, как мы можем выдать определенную сумму. И это алгоритм, который можно решить быстро с помощью динамического программирования, но он нам не подходит, потому что у банкомата и у рюкзака сложность алгоритмическая, она зависит от количества номиналов. В задаче о банкомате у нас, допустим, может быть 5 купюр или 10. А длина контента, она скорее уникальная. То есть редко встречается такое, чтобы у нас два контента занимали одинаковое количество миллисекунд. И поэтому алгоритмическая сложность сильно растет, и алгоритм становится неэффективным. Поэтому нам нужно придумать другой способ. И мы решили, можно сказать, упростить и реализовать жадный алгоритм, который работает очень просто. У нас есть пустой блок, и мы знаем, что у нас доступно 2 часа, и мы делаем вот что. Берем весь контент и отсекаем тот, который не помещается внутри этого блока. Если у нас пустого места осталось 2 часа, то мы не можем вставить туда никак контент на 3 часа.
И это место, наверное, одно из двух мест, где мне в реальности, в промышленной разработке удалось засунуть бинарный поиск. Потому что мы можем отсортировать контент по длительности и затем найти бинпоинтском тот, который последний, тот, который помещается в блок очень быстро. И это важно, потому что у нас будет много-много итераций, и нам будет каждый раз проходить весь список неэффективно. И мы, значит, отсекли весь контент, который не подходит, и выбрали случайный. Все, поставили в расписание. Потом происходит следующая итерация, то же самое. Но у нас там у блока осталось не 2 часа свободного времени, а 1,5. И мы теперь отсекаем уже по этой отметке. Этот алгоритм не гарантирует так хорошо заполнение, как рюкзак или банкомат. Но на практике, условно, у нас всегда есть куча маленького контента, короткого, которым в случае чего, если у нас не получается забить вот блок с точностью до секунды, то можно ими немножко кусочек оставшийся подзабить. И поэтому в реальности не возникает ситуация, когда у нас какие-то там огромные пропуски в блоке или наоборот, что у нас там что-нибудь вылезало. Ну вот в этой ситуации оказалось оптимальным решением. Потом мы придумали, что контент хорошо бы сменять не просто один за другим, а еще вставлять небольшие перебивки. Они даже не отображаются в ленте расписания, но между контентом всегда есть какая-нибудь небольшая перебивочка, типа видео короткое, иногда прогноз погоды, иногда какой-то курс валют. И мы этот алгоритм доделали так, что мы сначала разбиваем контент по парам. Контент-перебивка, и ищем место для пары, а только потом раскрываем их в 2 элемента. Вдобавок к этому у нас блок можно уже сгенерированный растягивать, и тогда нам нужно не перегенерировать все, что там есть, а вот только дозаполнить ту часть, на которую мы увеличили длительность. И наоборот, если мы блок сужаем, то нам нужно удалить все, что не помещается, иногда не помещается частично, как, например, с вот этим контентом, и дозаполнить то, что осталось. Вот взамен всего контента, который мы убрали.